С некоторых пор информационный эскорт нелегитимного перешел на откровенные угрозы в адрес белорусов, которые были вынуждены покинуть родину, чтобы остаться на свободе. Дескать, вас найдут где угодно и привезут обратно в обитель лукашизма. Свои выпады представители госпропаганды могут подтвердить несколькими успешными кейсами из братской диктатуры, которая без оглядки на права человека выдала белорусским чекистам спортсмена Алексея Кудина и политолога Александра Федуту. В Европе подобных прецедентов не было до вчерашнего дня, когда руководитель Белорусского дома в Варшаве сообщил на своей Facebook-странице о задержании польскими правоохранителями гражданина нашей страны Макария Малаховского. Молодой человек приехал в Польшу по гуманитарной визе в ноябре прошлого года, опасаясь преследования со стороны режима. На родине ему грозит уголовный срок по обвинению в наезде на сотрудника ГАИ во время августовских протестов. По имеющейся информации, Малаховского задержали в небольшом городе Пясечно из-за жалобы на громкую музыку, которая играла из его квартиры. Однако это был лишь предлог, а настоящей причиной стало то, что белорусские силовики внесли Макария в список Интерпола. Причем попал он туда с так называемой красной нотой. Это специальная метка в базе международной организации, предполагающая экстрадицию человека в страну, которая подала соответствующий запрос. К счастью, широкое освещение этой истории в СМИ помогло избежать беды. Через несколько часов парня отпустили. По поводу этого беспрецедентного ареста уже высказался глава польского МВД Мариуш Каминский. Министр сообщил в своем твиттере о том, что ранее обращался в Интерпол с предложением внести изменения, которые позволят избежать использования базы организации в политических целях. Важно отметить, что на данный момент такого механизма не существует, поэтому решение об аресте и экстрадиции человека остается на усмотрение страны, в которой он был задержан. А с учетом твердой позиции польских властей по отношению к преступному режиму Лукашенко, такое развитие событий в случае с Макарием Малаховским едва ли возможно. Когда бюджетная кубышка стремительно пустеет, нужно в кратчайшие сроки придумать, как исправить эту проблему. И у нелегитимного нашлось решение. Он издал указ о создании системы общественных инспекторов на базе государственного органа, регулирующего экономическую жизнь страны. Иными словами, при комитете госконтроля появится некий аналог так называемых дружинников, которые помогают силовикам разбираться с ненавистными змагарами. Только в этом случае добровольные сексоты будут докладывать своим кураторам из конторы не об БЧБ-ленточках во дворах, а о зарплатах в конвертах и других схемах выживания простых людей в условиях диктатуры. В общественные инспекторы могут записаться люди старше 25 лет с образованием не ниже ПТУ, не судимые и не привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения против порядка управления. Проще говоря, экс-сидельцев по народной статье об участии в массовых мероприятиях на столь ответственную работу не возьмут. Да и вряд ли те, кто столкнулся с системным беспределом, задумаются о такой карьере. Впрочем, комитетчики явно догадываются, что очередь из желающих добровольно записаться в стукачи в нашей стране вряд ли выстроится. И чтобы сделать свое предложение чуть более заманчивым, они обещают награждать особо отличившихся общественных инспекторов денежными призами. Ну или благодарственными грамотами. Отметим, что обязанности добровольных помощников КГК будут включать участие в аналитических и контрольных мероприятиях ведомства, оказание помощи работникам комитетов, пресечение преступления, а также выполнение поручений комитетчиков. В частности, они должны помогать осуществлять мониторинг цен и эффективности использования госимущества, что бы это ни значило. Напомним, что за текущий год Комитет госконтроля успел стать аналогом ГУБОПИКа в экономической сфере. На счету комитета дело Тутбай, первое в стране уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов, обыски в благотворительных организациях по обвинениям в том, что они не занимаются финансовой деятельностью и много других ответственных мероприятий по обслуживанию интересов режима. Один некомпетентный белорусский историк никак не может успокоиться, пытаясь уничтожить все национальное. Теперь жертвы его патриотических инсинуаций пали учебники по истории для 11 класса. Из них исчезла информация о Станиславе Шушкевиче, первом руководителе независимой Белоруссии. Возможно, теперь ученикам будут рассказывать, что суверенитет наша страна получила в результате упражнений Лукашенко с автоматом, а после распада СССР сразу наступил 1994 год, когда бывший директор совхоза навел в стране порядок крепкой хозяйской рукой. К слову, в учебнике упоминается Вячеслав Кебич, но про главного конкурента Лукашенко на выборах говорится только то, что он проиграл, несмотря на контроль над СМИ и госаппаратом. К тому же в учебном пособии по истории нельзя найти информацию про единственного белорусского лауреата Нобелевской премии Светлану Алексеевич. После того, как в августе 2020 года знаменитая писательница вошла в состав президиума Координационного совета, ее произведения исключили из школьной программы. Вместе с ней под нож пошли все авторы, которые писали о репрессиях: Солженицын, Шаламов, Гинзбург,
книжек. Судя по всему, представители режима боятся, что школьники, прочитав эти книги, проведут параллели с текущей ситуацией в Беларуси. Отметим, что в начале 2000-х книги Алексеевич уже исчезали из школьной программы. Их вернули только после того, как писательницу удостоили высшей литературной награды. Тем не менее, занимавший в тот момент пост министра образования Михаил Журавков не упустил возможности сделать диктатору приятное, высказавшись о том, что Алексеевич пишет специфическую тяжелую литературу. Такая политика оправдала себя. В 2020 году после нескольких допросов и угрозы ареста нобелевская лауреатка уехала из Беларуси. Главную помощницу Лукашенко по фальсификации выборов, руководительницу так называемого Центра избиркома Лидию Ермошину, неожиданно обнаружили в списке наблюдателей на муниципальных выборах в Грузии, которые пройдут 2 октября. Именно эти выборы многие грузины считают судьбоносными. Вероятно, на них будет определена геополитическая стратегия государства на годы вперед. Новость о визите верной соратницы белорусского самодержца вызвала справедливый гнев и негодование у разных представителей местных политических сил. Так, одна из лидеров оппозиционной партии ДРО, Нино Гагуадзе, напомнила о репрессиях в отношении белорусского гражданского общества, развернувшихся во время электоральной кампании 2020 года. Вместе с тем, глава Международного общества за справедливые выборы и демократию Нино Далидзе отметила, что Ермошина находится в санкционном списке ЕС, а ЦИК Беларуси сфальсифицировал результаты выборов, что повлекло за собой человеческие жертвы, задержание и гонение людей. Также Далидзе подчеркнула, что согласно грузинскому законодательству наблюдателями за выборами не могут быть представители организаций, увлеченных в нарушении прав человека. К слову, грузинам следует опасаться еще одной неожиданности. Участие Ермошиной в выборах предполагает, что во всех городах Грузии сокрушительную победу одержит Александр Лукашенко. После того, как в прошлом году свободные белорусы вышли на улицы и заявили о своей политической воле, о ситуации в нашей стране узнал весь мир. И этот интерес не утихает по сей день. Так, знаменитый американский ведущий британского происхождения Джон Оливер посвятил Беларуси новый выпуск своего сатирического шоу на канале HBO. В нем комик назвал Лукашенко величайшим президентом в истории страны, просто потому, что он единственный президент в ее истории. Часть эпизода Оливер посвятил репрессиям, рассказав зрителям, что Беларусь признана самой опасной для журналистов страной в Европе по версии «Репортеров без границ», а также напомнив истории с Кристиной Тимановской и угоном самолета РНР. Затронул ведущий тему одиозных высказываний нелегитимного о том, что лучше быть диктатором, чем голубым, и что Гитлер был не так уж плох. По мнению британца, Лукашенко слишком буквально воспринимает выражение «адвокат дьявола». Отдельный акцент Оливер сделал на 2 акциях с мягкими игрушками, которые его очень впечатлили. Плюшевый десант от солидарных шведов в 2012 году и акцию Павла Виноградова с игрушками, которые держали протестные плакаты. Напомнив зрителям об актуальной повестке, судах над Марией Колесниковой, Максимом Знаком, Сергеем Тихановским и многими другими смелыми людьми, которые изменили сознание целой страны, Джон анонсировал собственную акцию солидарности. Шоу подготовило 10 тысяч плюшевых мишек, которые можно было приобрести за $20 на сайте belarusbearforce.com. Все вырученные деньги Оливер обещает передать организациям, которые борются за свободу прессы и права человека в Беларуси. Партию мишек раскупили менее чем за 12 часов, и теперь для желающих помочь свободной Беларуси на сайте висит ссылка на сбор фонда Global Giving. На текущий момент неравнодушные люди со всего мира перечислили уже более 250 тысяч евро. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал и делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!